Здравствуйте, мои дорогие. Каких событий ожидать в ближайшее время? Важные какие-то события, такие, на которые вам необходимо будет либо обратить внимание, сейчас Вселенная постарается вам это показать, на что обратить внимание, либо вы реально обратите на это внимание и поймете, что тут важное событие. Что за важные события в ближайшее время? Давайте дадим неделю этим событиям. Первое событие. Так, намечается какой-то праздник, какая-то гулянка, важное событие. Да, важное событие. Да, намечается какой-то праздник. Что здесь на празднике? Подарки. Какая-то женщина на празднике будет. Женщина может быть вашей мамой. Женщина может быть вашей старшей сестрой. Может быть подарок в том, что эти люди соберутся вместе. Может быть подарок для кого? Это вам или нет? Для кого? То что-то мелкое, незначительное может быть. Но он то ли вам не понравится подарок, тут что-то такая информация идет. Вы как-то надеялись на одно, а получите другое, либо вы что-то дарите. Здесь какая-то проблема с подарком идет. Но, по сути, это не меняет положение. В любом случае, праздник очень хорош, интересен. Это какое-то утешительное такое событие на ваших каких-то в последнее время серых буднях. Так, еще. Так, какое-то событие. Вы пока сидите, тоскуете. Вот, видите, пока сидите, тоскуете. Давайте это в прошлое отправим. Что там должно быть? Какие события ближайшие? Встреча с молодым человеком. Очень даже интересным. Вам окажется, вы встретитесь с каким-то мужчиной. Возможно, вы познакомились с кем-то, либо познакомитесь. Вы не надеялись, что он такой интересный мужчина, между прочим. Или же, если вы знаете, о ком я сейчас говорю, возможно, у вас есть там мужчина, с которым вы недавно познакомились, да? Вот, он вас зовет на встречу, наконец-то встреча состоится. А вы давно он вас просит об этой встрече. Вот. Но на самой встрече вы даже и не надеялись, вот это ваше будет в голове, что он такой интересный. Для вас это будет сюрпризом. Что это? Да, интересно. Интересно будет. Вы как-то знаете, как у вас задней мыслью такой будет, есть ли у него деньги, да, нормальные, состоявшийся ли, может, неадекват какой-то. Но в разговоре с ним вы поймете что-то, что он приносит вам расслабление, радость, уважительное отношение к женщине. Прям настоящий галантный такой мужчина с голубой кровью. Между прочим, этот мужчина имеет свои какие-то проблемы жизненные. Он скорбит, он что-то потерял, кого-то потерял. Кого-то потерял. В его жизнь вошло что-то такое странное, как будто бы какой-то беспорядок ворвался в его жизнь, но он не утратил стойкости характера и силы духа. Вот с таким мужчиной вы познакомитесь. И этот человек сейчас хотел бы стать снова на путь, когда создание семьи, да, то серьезные какие-то отношения, ведущие к серьезной продолжительной жизни с человеком. Вы будете это или кто-то другая, это, конечно, уже вам решать. Либо не так, он ли этот ваш избранник, да, это вам решать. Так, что еще? Какие события будут? Тут именно о встрече говорят. Первое, что это тоска, да, вызвана. И следующий этап – это встреча. Встреча с очень интересным человеком. Может, эти два события и связаны, да, некий праздник, и мы сейчас узнаем, связаны ли. Связаны, смотрите. Эти два события очень сильно связаны. Вы можете на празднике каком-то познакомиться, если еще нет в вашем окружении человека, который... Вы даже и удивитесь, насколько интересная личность, с которой вы познакомитесь.
Хотя, наверное, уже не удивитесь. Да, вы присматривались к людям, вы с неодобрением относились даже, наверное, к мужчинам определенного там типа, либо вообще к мужчинам. Какая-то слишком замороченная, такая замороченная стала, да? Но вам Вселенная как будто бы говорит, ну раз ты так, да, сказала, то я тебе дам такой ответ. Ты узнаешь, что есть другая, немножко легче вам будет в этой ситуации. Ну, потому что вам легче, потому что вы ощутите, что на вас обратил внимание интересный, замечательный мужчина, настоящий такой воин по жизни. Угу. У вас появится надежда, какой-то свет в конце туннеля. Вы почувствуете себя любимой, интересной женщиной. Прежде всего для какого-то мужчины, да, а дальше уже и вообще как-то расцветете. Ну что ж, вот эти моменты, что тут у нас есть? У нас есть праздник, у нас есть встреча с человеком. Эта встреча может состояться как раз в эту неделю, между прочим, а может состояться немножко позднее, либо уже, в принципе, состоялась. Тут некоторые такие моменты могут быть. Но тут больше говорят именно на будущее, то есть для тех девушек, которые все-таки как на будущее смотрят. Потому что тут сейчас, вот в ближайшее время, вот я сижу, я ни на что уже не надеюсь, какая-то такая тоска тоскучая. И тут раз, приглашение на праздник, встреча, пожалуйста, получите, распишитесь. Давайте еще посмотрим неделю, богатую на события. Неделя. Это что у нас такое? Какой-то зоопарк, коты, собаки, да, получились вместе. Вот. А еще тут в этом зоопарке ребенок. Тут может поход быть в зоопарк, между прочим. А поход в зоопарк покажется довольно затратным вам, если это поход в зоопарк. Тут прям вот такого еще не было. Довольно затратным. Разрушение какое-то. Но смотрите, там, возможно, если это ребенок, маленький ребенок, да, вы пойдете вот реально в зоопарк, да, в какое-то место, где есть животное. Может быть цирк, не знаю, может быть цирк. Тут вот прям ребенок и идет какое-то прям путешествие, и вы надеялись на одно, а получилось совсем другое. Почему? Потому что ребенок, возможно, будет плакать, истеричь, и тут прям вот что-то такое. А все ли нормально с самим ребенком? Это будет все хорошо. Он захочет домой. Интересно. Может, по дороге, я не знаю, затемпературит или как-то так. Но ваша любовь, она должна присутствовать в этом моменте. То есть тут говорят именно такую маленькую какую-то ситуацию о том, что вы, возможно, возможно, выйдете куда-то, да, с ребенком, либо с друзьями своими и ребенком, да, либо какой-то новый шаг сделаете. Давайте так, у кого нет деток, да, какой-то новый шаг, друзья и недруги, все в одном как-то. Тоже. И будет какой-то такой конфликтный момент, когда болезненная такая, да, ситуация, о которой сейчас говорят, где нужно просто проявить спокойствие такое, да, любовь прежде всего к самой себе и ко всему происходящему, значит, и вокруг вас, понимаете? Вот так вот. Да, тут вам намекают на то, что любой день, любая неделя, любой год в вашей жизни вы все-таки путешественник по этой жизни. Вот даже таким вот, да, заканчивают. Это путешествие по жизни. Все, что происходит, происходит не случайно. Все, что происходит в вашем пространстве, это для того, чтобы вы осознавали что-то. А давайте посмотрим, что вам нужно было осознать. То, что вы путник в этом мире. Вот такой высокопарой. Ага, вот еще какой-то человечек вам. Еще такой же человек, под стать вам, такой же путник во Вселенной проявляется, да? А, кстати, это мужчина, который вы ожидали. Угу. Так, здесь мужчина, которого вы ждали. Вы печалились о нем. Там ситуация была такая, что кто-то повел себя очень высокомерно, буквально гордость вашу, возможно, человек задел вашу гордость, вы отвернулись, и все, ему показалось, что вы высокомерны, а по сути получилось-то наоборот, это он там перья напыщил и сидит отвернутый. Но вы получите сообщение от мужчины. Да, пожалуйста, сообщение от мужчины получаете.
будет что-то вам предлагать, в друзья набиваться и говорить о том, что все поменялось. Давай начнем как-то по-другому, может быть, сначала. Вот так вот. Где-то к концу недели это будет. Либо начало начало с 8-й, там, 10-й день, где-то так. Вот, может быть проявление мужчины. Ну что, раз мы посмотрели, значит, так и будет. Раз посмотрели, так и будет. Темпы, конечно же, у всех разные. Один смотрит мой недельный расклад, смотрит и говорит, проявляется через месяц. Вторая смотрит в течение, на неделю, да, проявляется в течение 2 дней. Поэтому темпы, скорости у всех абсолютно разные. Абсолютно. Поэтому, честно говоря, когда четко определяем какие-то границы, да, в течение 2 дней, в течение недели, это как-то уж слишком обязывает саму Вселенную. Вот так. Дорогие мои, благодарю за участие в этом раскладе. Спасибо вам за лайки, за комментарии, за то, что поддерживаете финансово мою работу. Буду и здесь говорить тоже, да, о том, что часть средств сейчас в данное трудное время для Украины идет на ЗСУ, и в этом есть какая-то логика, и в этом есть, какой-то правильный шаг. Для чего? Для того, чтобы скорее свершилось правосудие и скорее свершилась победа Украины в этом ужасном действии. Спасибо вам, мои дорогие, за все. Буду с вами прощаться. Переходите на другие мои каналы. А все, что вы вкладываете сюда, в этот канал, я знаю, в мою работу, я знаю, что вы получите в разы больше. Я очень этого хочу. Пускай так и будет. Вот Вселенная вам будет давать подарками в разы больше. Вы вложили чуть-чуть, а получили больше, во много раз. Буду с вами прощаться. Всего доброго. Пока-пока.